Как просверлить бусины из пластика без дырочек при помощи дремеля? Мы рассмотрим это на примере больших бусин, поменьше и самых маленьких. Вот такой результат ровный, красивый должен получиться. Искусственный жемчуг без дырочек превращается в бусины с дырочками при помощи дремеля или аппарата для маникюра. Возьмем основу из пенопласта. Возьмем дремель. Выберем сверло, которое подходит нам под желаемый размер нашего отверстия в бусине. Если мы возьмем и закрепим бусину обыкновенными маленькими плоскогубцами, то это поцарапает нашу бусину, поэтому плоскогубцы оборачиваем чем-нибудь мягким. Я беру резиночки для плетения браслетов. Вы можете взять, если у вас есть специальные губки для плоскогубцев. Я обматываю резиночками с обоих сторон. По мере того, как я буду сверлить, они будут рваться, но я буду их еще добавлять потом. Проверяем на бусине. Сначала бусину поменьше, теперь бусину побольше. Вот, отлично, она у нас очень хорошо закрепляется. При работе с дремелем используем защитные очки. Берем бусину крепко в руки. Опираемся крепко о наш пенопласт. Берем дремель. Включаем его на второй режим. 2 точки. Опираемся крепко на наш пенопласт и начинаем пытаться в одном месте сделать, начинаем сверлить. Так, есть. Раз. У нас все сверло покрылось пластиком. Мы берем плоскогубцы и по кругу это все очищаем. То есть мы, получается, как будто бы вынимаем пластик изнутри бусины пластиковой. Включаем снова на второй режим. И теперь еще чуть-чуть вынимаем. Еще немножко вытащили. Выключаем. Здесь уже побольше пластика, будет сложнее его снять. Чем дольше вы, получается, сверлите бусину вглубь, тем больше пластик разогревается и растекается у вас по сверлу. Если делать это быстро, то вы будете вытаскивать пластик постепенно, и у вас вы сможете его прям рукой снять без плоскогубца. Но это нужно руку набить сначала. Все, у нас проткнулась бусина насквозь. Мы ее несколько раз вот так делаем, потому что все-таки там внутри это нагревается и обратно как бы сцепляется и сплавляется отверстие уже не такое, как нам нужно. Проверяем, просверлили мы нормально или нет. Просверлили. Стараемся, чтобы у нас бусины более-менее ровно было. Вначале не очень хорошо получается, особенно на мелких бусинах, но потом рука набивается и все получается. Рассмотрим несколько вариантов, как бывает в процессе. Например, вот берем, да, поменьше бусину. Устанавливаем каждый раз, когда мы счищаем этот пластик, устанавливаем каждый раз более-менее ровно это отверстие, чтобы у нас дырочка была посередине.
Вообще просверлить бусины искусственного жемчуга очень просто, на самом деле. Можете взять обыкновенный аппарат для маникюра. Потихонечку вынимаем пластик. Вот, застряло. Застряло, выключаем. Застревает иногда целая бусина, и ее иногда легко вот так вот снять и сверлить дальше. А иногда она прям приваривается к сверлу, и приходится ее снимать, ну, немножко дольше. Нам нужно, чтобы несколько раз в конце уже сверло спокойно входило и выходило из бусины. Проверяем, все получилось. Крупные бусины сверлить гораздо проще, поэтому если у вас несколько диаметров бусин, то начинайте с больших. Пенопласт проходит сверло, ничего с ним не происходит. Вот, и вы можете спокойно, ничего не боясь, все делать. Главное, не забудьте очки. Вот, смотрите, например, бусина засела очень плотно, и она практически приварилась к сверлу. Мы ее аккуратно по кругу крутим, чтобы не поцарапать. Все, и можно уже ее прям рукой скрутить. Главное не торопиться, все делать аккуратно. Особенно в начале все это очень легко делается, просто нужно набить руку. Все, а мы открутили эту бусину. Она у нас так. Это другой случай, это когда бусина просверлилась наполовину и застряла. Тогда мы берем, ну, можете так сделать, но лучше все-таки сначала закрепите, потом досверлить. Но можно и так, вот прям и включить. Включить, поднажать, и она просверлится, тоже так можно. Если там чуть-чуть осталось, выключаем. Проверяем каждый раз после сверления. Проверяем, потому что вы вроде бы просверлили ее насквозь, а на самом деле она сплавилась обратно, и все. Так, на более мелкой бусине. Вообще в идеале вот так делать, смотрите. Раз только увидели первые сверлышки, вы сразу же отнимаете дремель и можете прям рукой снять. Вот как только вы увидели сверлышки, едва видно глазу. И вот так вот по чуть-чуть, вы даже можете потом плоскогубцами не ковырять. Вы просто достаете по капельке оттуда этот пластик, вот видите, и его потом очень легко прям рукой снять. И снова дальше. И вот так по чуть-чуть, раз, два, три, и у вас уже бусина полностью просверлена. Но это когда вы уже руку набьете, вам будет уже весь этот процесс, весь этот мир абсолютно понятен, и вы будете смело сверлить их десятками, эти бусины. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. До новых встреч, пока!